И снова всем здравствуйте. На этот раз я буду шить классический кошелек Bifold. Если кому-то нужна выкройка, то можно просто видео запаузить в данный момент времени и все размеры снять. Но нужно учесть, что размер внешней детали будет на 10 мм длиннее, чем внутренняя деталь. Все детали я уже вырезал. Использовал кожу растительного дубления толщиной 1,5 мм. Кожа очень плотная, такая прям как картон. Сейчас я буду обрезать кармашки под карты, чтобы все это красивее выглядело. Буду использовать подручные средства. Взял эту крышку от банки из-под мыла. И, соответственно, с помощью нее также размечаю будущий вырез. Можно, конечно, сделать даже обычным канцелярским ножом. Здесь не все так сложно. На втором кусочке кожи можно это все продублировать, но только нужно кожу прикладывать зеркально, то есть лицом к лицу или обратной частью к обратной части. Я думаю, это все понимают. В принципе, я так и делаю. Далее обработаю края, просто потому что когда я уже эти кармашки приделаю, я это сделать не смогу, то есть подлезть. Беру клей КМЦ, разведенный до киселеобразного состояния. Но в данном случае у меня получается гуще, я думаю, не сильно это страшно. И с помощью этого клея я начинаю край вот этого кармашка заглаживать. Конечно, если есть тот же Токанелли, то использовать его гораздо лучше, или другое средство для затирки краев. Если край вообще не хочется затирать, ну, в принципе, можно его не затирать, то есть можно не заморачиваться. Если, допустим, посчитаю, что край не надо будет обрабатывать, я не буду его обрабатывать и не буду считать, что в этом что-то страшное. Сейчас, чтобы сэкономить время, я обработаю обратную сторону вот этих деталей основных клеем КМЦ, то есть заглажу немножко кожу. Также я обработаю и лицо. В общем, беру также клей КМЦ и, соответственно, на обратную часть наношу. Можно с помощью пальца, можно с помощью чего угодно. Уже не в первом видео говорю, что давно я с этим клеем не работал. В последних видео вот сейчас снимаю это, показываю. Именно с растишкой мне нравится, как он работает. То есть, в принципе, неплохо. Уже можно брать и клей собирать. Можно собрать с помощью пальца. Можно взять карту. То есть, лишний клей, он здесь, конечно же, ни к чему. Пока кожа высыхает, я беру хлопковую ткань и аккуратно ее полирую, чтобы она стала более-менее блестящей. Сейчас я их отполирую, и надо будет подождать, пока они высохнут, эти кусочки кожи. И только после того, как они полностью высохнут, я, соответственно, буду их применять, то есть буду собирать кошелек. Далее вот эти детали необходимо между собой склеить. Склеить вот по этому короткому краю. Итак, клей уже высох, сейчас я все дело склею. Подержал я, кстати, недолго, минуту 3 максимум. И в принципе этого достаточно. Далее необходимо вот этот край зашлифовать, обработать с помощью наждачной бумаги. В общем, край я обработал, вывел все в одну плоскость, то есть здесь все ровно, но остается по торцам вот такие острые углы. Сейчас эти острые углы я срежу с помощью вот такого кромкореза. Сейчас, чтобы сделать край более круглым, более красивым, повторно все это обработаю с помощью наждачной бумаги. Кармашек я уже с этого края обточил, сделал его более полукруглым. Ну, смотрится он, соответственно, получше. Необходимо его будет замазать клеем КМЦ, то есть затереть край. Но перед этим я также таким же образом обработаю и вот эту сторону, и здесь вот этот угол закруглю. В общем, кармашки я обработал. То есть срезал также еще и вот с этой стороны, чтобы кармашек был полностью округлым.
Вот этот угол я буду срезать уже вместе с кошельком. То есть решил все-таки сделать таким вот образом. Сейчас вот эту часть необходимо прошить, то есть просто сделать здесь один шов. С помощью вот такого инструмента, называю его циркулем, вообще это столярный инструмент для разметки, я делаю отметку шва будущего. То есть просто отмечаю линию под шов. Отступ шва от края у меня составляет 3 мм. И пробивать я буду с помощью такого пробойника. Обычно, прежде чем пробивать, я делаю предварительную разметочку шва. По пробойнику скажу, кто ранее не смотрел мои видео, кто первый раз смотрит, это пробойник, переточенный из обычного ромбовидного пробойника. Как я его перетачивал, на канале есть видео, можно посмотреть. Ну, соответственно, кто видел, тот в курсе. Сейчас нужно все это дело прошить. Буду использовать белые нитки плетеные, вощеные, ну и обычные иголки. Итак, кармашки я уже сшил. Вот таким образом нужно будет их приклеить. Приклеивать я буду в двух местах. Здесь и здесь. Вот эту часть пока не склеиваю. То есть вот это у меня будет оставаться. Далее необходимо вот на этом кармане сделать шов. То есть прошить вот этот карман вместе вот с этой частью. То есть здесь будет шов, чтобы карта при вставлении в этот шов упиралась. Вот эти швы я уже прошил. Сделал закрепочку, то есть возвратный шов вот в этом месте. И с обратной стороны аккуратно запаял. Сейчас можно уже вот эти вот части приклеивать, то есть вклеивать сюда. И после того, как я вклею, необходимо будет прошить вот эту часть. Отступ шва у меня везде составляет 3 мм. Вот эта деталь готова, я все прошил. Сейчас ее можно приклеивать уже вот к этой второй половине. Ну, склеивать я буду именно ориентируясь вот на эти углы, как ни странно, чтобы все здесь было вровень. То есть я уже клей намазал, он уже подсох. И сейчас можно все это дело сводить. Склеиваю, смотрю, что здесь все ровно. И уже, исходя из этого края, начинаю дальше проклеивать. С этой стороны аналогично. Все то же самое делаю, свожу два края и далее уже склеиваю половинки. Видно, что у меня есть расхождение по уровню, потому что при намокании, когда я клеем КМЦ обрабатывал, кожу немного повело. Сейчас я буду вот эти края обрабатывать наждачной бумагой. Снять здесь придется довольно-таки много. Край я обработал со всех сторон. Ну, то есть, грубо говоря, вывел все в одну плоскость. Обрабатывал я с помощью такой крупной наждачки, ну, зернистость, наверное, 80. Видно, что здесь все сошлось. Также и с этой стороны. То есть, все нормально, все в одной плоскости. Сейчас мне нужно будет закруглить уголки. То есть, я вывел в одну плоскость все. То есть, сначала я делаю прямые углы, чтобы легче потом было закруглять. Сейчас нужно их закруглить. Аккуратно все это наждачной бумагой обточу. А потом уже с помощью кромкореза сниму вот эту кромку. Кромку я уже снял с помощью вот такого кромкореза. По сути дела, этот инструмент нужен для ускорения работы. То есть его вполне можно заменить наждачной бумагой. Сейчас я просто беру наждачную бумагу, уже более мелкую, и начинаю край дошлифовывать. Так, в общем, наношу клей КМЦ, уже весь кошелек подизмазюкал. В общем, нанес и с ликером просто аккуратно все это дело затираю.
Растишка при этом хорошо поддается полировке. Но опять же, растишка бывает абсолютно разный. То есть в данном случае мне вот эта именно растишка нравится, высокоплотная. Делаю разметку шва. Сначала отметил отступ, сделал 3 мм, потом решил его сделать побольше, чтобы вот здесь уголок у меня смотрелся красиво. И сделал в итоге 3,5. И начинаю разметку. Разметку начинаю от угла. Итак, шов я уже прошил, сделал шов зеркальный. С одной стороны я наклонял шовчик в одну сторону, с другой стороны в другую. Нитку, кстати, в кошельке я спрятал вот в этом месте. То есть с этой стороны иголку с ниткой вдел и изнутри кошелька вытащил. Итак, беру хлопковую тряпку, чистую, смоченную водой, и начинаю кошелечек обтирать. С такой растишкой, в принципе, это делать можно, она плотная. Промачиваю края потщательнее. То есть все, что на кошельке осталось лишнего, там клей, грязь всякая, я аккуратно все это убираю. И можно дополнительно взять сликер и эти края еще пройтись и подполировать. Кошелек готов. Торцы у меня получились вот такие. Причем на них нет ни воска, клея КМЦ на поверхности тоже практически нет. То есть здесь сама кожа очень хорошо заполирована. Отступ шва вот здесь вот снаружи кошелька, ну и изнутри также 3,5 мм у меня идет. А во всех остальных местах по 3 мм. Это практически незаметно. То есть эти полмиллиметра, можно сказать, и не видно. Ну и теперь покажу функционал кошелька. Я думаю, он и так понятен, но почему бы нет. В общем, вот эти отсеки под карты я бы использовал, например, для тех карт, которыми часто рассчитываюсь. И, допустим, бывает у людей одна карта идет для хранения денежных средств, может быть еще для чего-то, а другая чисто для расчетов. Вот для хранения денежных средств я, наверное, бы использовал вот эти вот карманы. Конфигурация карманов довольно-таки необычная, может где-то это и есть. Я, честно скажу, сильно не заморачивался, просто сел, подумал, почему не сделать так. У меня дело в том, что в моем кошельке, который постоянно я пользуюсь, у меня всего лишь два отдела. И сюда я напихиваю несколько различных и скидочных карт, и картонные вот эти все бумажные абонементы. Не совсем это удобно, поэтому решил сделать вот такую модель. И по банкнотам. Проблем у меня в последнее время банкноты вообще не задерживаются, то есть у меня их в принципе особо нет. Поэтому буду показывать на таких бумажках. Осталось у меня с определенного момента. Все это залазит легко. То есть здесь и кожа очень гладкая, ну и в принципе расстояние довольно-таки большое, потому что внешняя деталь длиной 23 сантиметра, ну или по-другому 230 миллиметров. В принципе, вот такой кошелечек сравню со своим, который я считаю компактным. Я его ношу, кстати, вообще везде в трико, в брюках, и он мне вообще не мешает вот это вот. Ну вот это я скажу, что он в принципе аналогичен, только у него больше плюсов в плане того, что кожа здесь потолще и поплотнее. Хотя вот здесь вот у меня кожа овчина очень плотная, и кошелек довольно-таки износостойкий и долговечный, но мне не нравится, что кожа все равно такая довольно-таки мягковатая. А здесь кожа идет уже бронированная, я бы сказал. Карманы под карты со временем немножко разработаются еще, особенно вот эти. То есть здесь карта немного задерживается. Чтобы их разработать, можно будет положить две карты, но опять же не переусердствовать. Но в принципе вот такая вот модель кошелька. Сейчас еще раз все вытащу. Мне, кстати, еще что нравится, что карты не перекрывают карманы. То есть бывает несколько карманов подряд идет, и карту когда вставляется, то если есть на кармане какой-то рисунок, то все это пред следующей картой закрывается. Ну, я думаю, понятно. То есть кошелек без карт выглядит совсем по-другому, нежели когда он с картами. В принципе, все. Всем спасибо за просмотр, за внимание. До следующего видео. До свидания.